В этой видеозаписи мы продолжаем работать на Python в программе QGIS. И сейчас мы отойдем от программирования из консоли и будем работать с пользовательскими выражениями, а также скриптами. Для начала поработаем с написанием пользовательского выражения. Во-первых, стоит сказать, что мы пользуемся версией QGIS 2.18.3. И также стоит отметить, что поскольку QGIS проект открытый, то в нем может быть очень много багов. И если вы встречаетесь с какими-то сложностями при написании, то есть вы вроде все делаете правильно, а ничего не работает, то, возможно, это не ваши, так скажем, ошибки, а какой-то баг программы. Ну, давайте посмотрим, что такое пользовательское выражение. Вот мы добавили слой на карту. Так как мы знаем, можно открыть таблицу атрибутов и произвести выборку по какому-то выражению. Аналог – это данная кнопка на панели инструментов. Ну и, соответственно, сюда мы что-то можем вписывать и использовать какие-то функции, которые указаны вот в данной колонке. Итак, вот мы сейчас попробуем написать сюда свою функцию. То есть, как мы видим, у нас есть группа new, и в ней написана наша собственная функция под названием testfunc. Она делает следующее, она выбирает все объекты, которые находятся в экстенте. То есть, если мы сейчас поменяем extend и укажем результат testfunc равняется true, тогда при нажатии выделить у нас вот выделилось 3 объекта. Вот они, ну, собственно, те, которые были у нас в экстенте. Давайте посмотрим, как писать такие функции. Итак, во-первых, мы можем воспользоваться Google и посмотреть какие-то туториалы. Например, в данном случае данный туториал. Естественно, ссылка будет под видеозаписью. Но здесь немножко для другой версии рассказано, как это все делать. То есть, немножко другой интерфейс у редактора функций. Но плюс-минус, там общий алгоритм, он понятен. Итак, что же нам надо сделать? Нам надо зайти в редактор функций. Здесь у меня уже есть готовый скрипт, но мы нажмем новый файл и создадим файл под названием lesson3. Нажмем ОК. При этом у нас поменялся и старый файл, но код у меня был скопирован, поэтому мы его оставим. Итак, вот у нас появился файл lesson3 и создался дефолтный скрипт по умолчанию, в котором мы можем вписывать наш алгоритм выделения. Как мы видим, у нас здесь используется декоратор, то есть функция обертка. И в данном декораторе указаны два параметра. Во-первых, количество аргументов, указан параметр авто, и также группа, в которой запишется данная функция, указана как custom. То есть мы видели, что здесь у нас есть группы, вот, например, группа new. Но вот здесь запишется в группу custom. Давайте это поменяем сразу и запишем в группу lesson. Дальше идет название функции. То есть название функции как раз будет отображено вот здесь. То есть здесь это testfunc, как мы видим. Здесь у меня функция называется testfunc. То есть название функции будет отображено внутри группы. Вот давайте сделаем вот такое название. Какое количество аргументов нам необходимо взять на вход? Ну, естественно, достаточно 0 аргументов при данном алгоритме, который мы сейчас разберем. То есть сама функция будет принимать на вход пустой список из аргументов, сам объект. То есть каждый раз, для каждого объекта будет срабатывать данная функция. Поэтому сам объект и родитель данного объекта. В принципе, все это можно выводить принтами, но мы, собственно, этим и займемся сейчас. И дальше у нас она что-то должна возвращать, то есть для каждого объекта будет сравнение значения после return с значением после знака равенства. То есть если мы здесь пишем true, то к каждому объекту в данном слое произойдет применение данного алгоритма, и результат выполнения данного алгоритма будет сравниваться с значением, которые мы задали в калькуляторе выражений. Соответственно, если оно совпадает, то объект выделяется. Если оно не совпадает, то объект не выделяется. Вот, собственно, и все. Итак, давайте уже приступим к написанию нашего конкретного алгоритма. Нам необходимо выделить
все объекты, которые попадают в данный экстент. То есть первое, что нам необходимо сделать, это получить геометрию экстента, чтобы затем проверить пересечение геометрии экстента с геометрией данного конкретного объекта. И если ответ положительный, то есть они пересекаются, тогда вернуть true. Соответственно, если они не пересекаются, вернуть false. Вот, собственно, и все. Итак, как получить геометрию экстента? Давайте посмотрим. Значит, мы можем достучаться до объекта extend, точнее до его геометрии, через команду iface map canvas.extend. То есть копируем данную строчку и вставляем сюда. Теперь мы можем написать print extend и в консоли Python отладить данный скрипт. То есть, чтобы данная функция заработала и появилась в выражениях, то есть в списке функций, мы должны нажать «Загрузить». Каждый раз, когда мы что-то меняем в коде, мы должны нажать «Загрузить», и код перезаписывается, и вносятся изменения в данный калькулятор. Итак, мы нажимаем «Загрузить» и видим, что у нас произошла ошибка. Ну, как мы видим, мы здесь ошиблись с отступами, то есть мы вставили две строчки без отступов, как мы видим. Поэтому давайте это поменяем. Здесь надо их было вставлять через пробелы, мы вставили через таб, сохранили. Нажимаем «Загрузить», все, у нас никаких ошибок не вылезло. И смотрим, у нас появилась группа lesson, и внутри которой есть функция test_lesson. Пока мы просто отлаживаем, поэтому результат мы можем нажать любой. Главное запустить консоль Python и посмотреть, что нам будет выводиться. Но как мы видим, у нас сразу написано недействительное выражение. Мы смотрим, и нам в ответ приходит, что iFace не определен. То есть мы забыли что-то импортировать. Поэтому опять заходим в редактор функций, смотрим, что у нас не импортирован iFace, и импортируем iFace с помощью данной команды from QGIS utils import все. Копируем, вставляем сюда и нажимаем «Загрузить». Теперь меняем выражение. И как мы видим, здесь у нас уже исчезло сообщение об ошибке, и в консоль у нас вывелась геометрия extend. А это объект класса QGIS Rectangle. Мы можем посмотреть, опять-таки, в справке, что применимо к данным объектам. Откроем справку, найдем QGIS Rectangle, и мы видим, что у него есть метод contains, который возвращает true, если rectangle содержит данную точку, то есть геометрию данной точки. И на вход он должен принимать QGIS point. Вот, собственно, этим методом мы и будем пользоваться, и его мы поставим прямо на return, то есть он либо возвращает либо true, либо false, как раз то, что нам надо. Поэтому заходим обратно в QGIS, и теперь, как мы понимаем, мы должны получить геометрию точки. Как мы видим, в функции входным параметром идет feature, то есть данный объект. То есть идет как бы итерация через все объекты в слое, и фича есть не что иное, как наш объект в данной конкретной итерации. То есть мы можем, конечно, написать print feature, посмотреть, что это такое, и нам необходимо получить его геометрию. То есть давайте напишем g равняется feature.geometry и выведем g. Итак, загружаем, пишем выражение и нажимаем «Выделить». То есть у нас сейчас вернулась QGIS Feature и QGIS Geometry. Вот если мы нажимаем «Выделить», то пойдет итерация по всем объектам, и мы видим, что feature нам возвращается, то есть print feature возвращается, а когда мы пишем print geometry, то нам возвращается none. То есть, что это значит? Это значит, что по умолчанию в QGIS при написании пользовательских выражений для скорости обработки запрещено использовать геометрию объектов, а также их атрибуты. То есть мы не можем достучаться до геометрии объектов. Поэтому в декораторе нам необходимо прописать еще один параметр, который называется uses_geometry. Вот он. И указать true. То есть мы прямо здесь пишем запятая и uses_geometry равно true. Нажимаем «Загрузить» и смотрим, как это работает. То есть опять меняем выражение, чтобы он как-то обновился, и нажимаем «Выделить». Как мы видим, у нас опять вводится none. То есть опять ничего не работает. И как оказалось, в данной версии QGIS, чтобы заработала геометрия, также необходимо получить доступ к атрибутам объекта. То есть доступ к атрибутам объекта получается с помощью еще одного
параметры, referenced columns, и на вход подается список из всех атрибутов, которые вы хотите сделать доступными в данной функции. То есть в данном случае мы можем составить список из названий колонок. Например, я знаю, что у меня колонка называется, например, ID 0. То есть есть колонка с названием ID, нижнее подчеркивание 0. И если я сюда впишу ID 0, то вот у меня будет доступ ровно к этому столбцу. Чтобы это проверить, давайте выведем print feature attributes и посмотрим, какие атрибуты, то есть атрибут каких столбцов нам выводятся. Ну и дальше у нас идет print feature geometry. Нажимаем загрузить, выражение меняем. То есть когда мы его меняем, значит он один раз проходит по первому объекту, и у нас все отображается. Ну, у нас, собственно, и отображалась геометрия тогда. Вот она здесь отображается. Но когда мы идем по итерации, у нас, соответственно, наступают некоторые проблемы. Итак, нажимаем «Выделить» и смотрим. Во-первых, что мы видим? Что он прошелся по каждому объекту, и когда он дошел до команды print feature attributes, он вывел значение только из того столбца, который мы ему указали, а это именно ID, нижнее подчеркивание 0. Там везде было 17, а остальные атрибуты он не подцепил, потому что мы не сказали ему подцеплять остальные атрибуты. Ну и у нас заработала геометрия. Отлично, теперь он выводит нам не none, а объект QGIS Geometry. Этого, собственно, мы и добивались. Вот такой вот алгоритм надо использовать, чтобы достучаться до геометрии в версии 2.18.3. Значит, дальше нам, собственно, атрибуты не нужны. Значит, что нам дальше необходимо получить? Необходимо получить результат ответа, находится геометрия данного объекта в геометрии extend или не находится. Как мы уже смотрели, мы будем использовать метод contains, но он на вход принимает QGIS point. То есть это метод extend. То есть мы пишем, например, result равняется extend. Это наш iFaceMapCanvas.extend. .contains, и на вход мы должны подать ему не геометрию, не объект QGIS Geometry, а объект QGIS Point, как здесь написано. Итак, как же нам получить QGIS Point из объекта геометрии? То есть мы пишем G, и, то есть G это Feature Geometry, и превращаем его в объект QGIS Point с помощью метода sPoint. Ну, не так уж и сложно. И дальше мы можем вывести result, print result. Ну и, соответственно, возвращать мы тоже должны result. То есть, еще раз, мы создаем объект extend, равный тому extend, который у нас сейчас находится, потому что мы используем iFace. Мы создаем переменную g, равная feature geometry, то есть геометрии данного текущего объекта, на котором находится данная итерация. И создаем переменную result, которая говорит нам, содержит ли данный extend данную точку или не содержит. В ответе result, как мы видим, true или false. То есть ответ метода contains либо true, либо false. Вот здесь все это написано. Нажимаем загрузить, выражение, и давайте посмотрим, какой у нас extend. Ну, вот у нас extend содержит не все точки. Нажимаем здесь true и нажимаем выделить. Ну и как мы видим, у нас вернулось два объекта с true, все остальные false. То есть два объекта у нас как раз выделилось. Можем закрыть, посмотреть, вот они выделились. Остальные не выделились. То есть, в общем-то, писать пользовательские выражения не так уж и сложно. Давайте еще посмотрим, как их удалить отсюда. То есть, вот таким образом мы их удалить не сможем. Здесь никакой правой кнопкой мыши мы ничего не сделаем. Где они у нас хранятся? Они хранятся в следующей директории, ну, по крайней мере, если установка происходит по умолчанию, значит, пользователь.qgis2 Python expressions. И вот здесь, чтобы удалить какое-то выражение, мы просто удаляем файл или два файла, если создан уже скомпилированный файл, и оно исчезает у нас из выражений в окне калькулятора. То есть при открытии данного кода мы как раз видим нашу функцию, наш алгоритм, который мы написали. Ну и также мы можем его и здесь менять. Но давайте посмотрим еще на уже созданную функцию, где в качестве
списка полей добавлялся весь список полей данного слоя. То есть мы перед функцией мы создаем какой-то алгоритм, а именно мы получаем active layer, то есть тот слой, с которым мы работаем. Создаем пустой список, который будет являться списком полей. Ну и, соответственно, в этот список с помощью метода lir pending fields, чтобы достучаться до полей, мы добавляем имена наших столбцов. Ну и потом мы этот список подаем на вход параметру referenced columns. И таким образом мы получаем возможность достучаться до всех значений из всех столбцов в данном слое. Вот, собственно, и все. А алгоритм внутри функции здесь ровно такой же, который мы и там написали. Ну вот, собственно, насчет выражений все. То есть мы еще раз научились создавать собственные пользовательские выражения. Мы знаем, где они хранятся, можем их там удалять, редактировать. Можем редактировать их прямо здесь. Мы поняли, как достучаться до геометрии данного объекта, чтобы нам не вводилось none. Как достучаться до определенных столбцов у объекта. Ну и как создать собственную группу или добавить в уже существующую группу нашу функцию. Ну вот мы добавили чуть больше точек для наглядности. Давайте посмотрим, как работает наша функция. Итак, нажимаем, заходим в функцию. Ну, там мы можем тоже зайти и посмотреть. Но здесь у нас, как мы видим, указан столбец конкретный, ID нижнее подчеркивание 0. Он, естественно, не будет работать с новым слоем, потому что его там нету. Вот, поэтому нам ничего не вернется. Ну, можем отредактировать данную функцию, создав предварительный алгоритм создания списка названий столбцов. И сюда мы впишем fl. Нажимаем «Загрузить» и используем нашу функцию. Выделяем. Ну, у нас выделились все объекты в экстенте. И, как мы видим, у нас напечаталось более 7000 раз результат. То есть это, конечно, неправильно так делать. Поэтому, когда ваше выражение готово, то надо удалять отсюда все принты, естественно, иначе оно просто очень долго будет работать. А тестировать выражение, написание выражения лучше вот на слое, в котором не так много объектов. Вот как мы тестировали на слое там, с 8 объектами, чтобы не тратить много времени на отлаживание данного скрипта. На этом с выражениями все. Теперь давайте очистим консоль и приступим к написанию скриптов. Итак, чтобы написать скрипт, опять мы можем зайти в туториал и посмотреть, как писать питоновские скрипты в QGIS. В общем-то, здесь алгоритм похож, то есть здесь никаких отличий в интерфейсе вроде бы нету к версии 2.18, поэтому можем смело пользоваться данным туториалом. Итак, что нам необходимо сделать? Мы нажимаем «Анализ данных», «Панель инструментов». Здесь у нас есть вкладка «Скрипты», «Пользовательские скрипты», ну пока их у вас, наверное, нету, и есть вкладка «Tools», где, соответственно, есть пункт «Create New Script». Итак, сначала посмотрим, что делает готовый скрипт. Во-первых, есть два входных параметра. Это слой, с которым будет идти работа, и выходной файл. Мы как-то его там называем. И нажимаем «Выполнить». Идет запуск алгоритма. И на выходе у нас что происходит? У нас происходит точно такой же алгоритм. Мы выделяем объекты в экстенте, но они у нас сохраняются в отдельный слой под названием outlir. То есть, как мы видим, файл называется так, как мы его назвали в скрипте nww. То есть, сейчас нам необходимо поработать с чем? С созданием параметров. То есть, как вот создавать вот такие вот входные параметры. Поработаем с логом, то есть, естественно, что нам выводится при отлаживании скрипта. Как создавать выходной слой. Ну, и, понятно, мы будем работать с созданием векторного файла. Итак, давайте создадим новый скрипт, а потом будем работать с редактированием данного скрипта. Нажимаем Create New Script и попадаем в окно редактора скриптов. Здесь есть, естественно, кнопка «Сохранить», «Сохранить как». И все скрипты должны у нас лежать в следующей директории. Давайте посмотрим, где именно. Мы опять заходим в пользователя, .qjs2. И тут есть папка уже не Python, а Processing. И здесь есть папка Scripts. И вот в этой папке Scripts будет лежать наш
питоновский скрипт, чтобы он автоматически цеплялся в QGIS. Ну, соответственно, вот он. Это тот уже, который был написан. Итак, то есть мы нажимаем Create New Script, создаем здесь скрипт, используя туториал, и нажимаем Сохранить как, даем ему, естественно, название латиницей и кладем в определенную директорию, то есть Processing Scripts. Вот и, собственно, и все. Вот там лежит наш скрипт, вот мы его сейчас будем редактировать. Итак, во-первых, как задаются параметры. Параметры задаются через два знака решетку. Дальше идет название параметра и тип параметра, который мы хотим задать в наш скрипт. То есть первый параметр у нас идет как вектор, то есть это векторный слой и имеет название lir. Второй параметр имеет название outlir и является также векторным слоем, но перед ним есть запись output. Значит, откуда берутся все названия параметров? Естественно, мы их не ищем случайно в интернете. Мы заходим в справку по QGIS, заходим в user git manual, и здесь мы находим пункт Writing New Processing Algorithm as Python Scripts. Заходим и смотрим, какие вообще здесь есть типы параметров. То есть вот они здесь все указаны. Мы в данном случае использовали вектор и output вектор. Ну и мы видим, что задаются они через два знака решетки. Итак, вот мы задали наши необходимые входные параметры. Дальше сделали необходимые импорты, чтобы у нас работал скрипт. И дальше что мы делаем? Мы создаем переменную inLir, равную следующему. Processing getObjectLir. То есть теперь мы можем вывести print inLir. Давайте сначала выведем printLir и print_inLir. И посмотрим, что у нас отобразится в консоли. Здесь мы нажимаем просто либо Ctrl-S, либо сохранить данную кнопку. И затем мы можем нажать «Выполнить». То есть мы сразу попадаем в диалоговое окно, нажмем какой-то слой, неважно, и нажмем Run. И, как мы видим, первым мы вводили lir, и мы получили полный путь к данному shape-файлу. То есть, вот у нас мы работали вот с этим shape-файлом и получили путь к нему. А вторым принтом мы вывели уже объект QGIS Vector Layer. То есть, мы не можем просто так использовать lir, потому что это просто текст, а именно путь к данному векторному слою. Поэтому нам необходимо преобразовать его в объект векторного слоя с помощью функции processing getObject, на вход которому, собственно, подается путь. Поэтому мы использовали такую запись. Что происходит дальше? Дальше мы создаем переменную inDP, то есть она равняется inlir.dataProvider для получения, соответственно, данных о данном входном слое, то есть о данном vector layer. То есть мы их получаем для того, чтобы в дальнейшем создать слой, который будет иметь те же характеристики, что и данный. Ну а затем мы уже идем по рассмотренному в примере с выражениями алгоритму. Мы создаем переменную extend, равную iFaceMapCanvas.extend, то есть это extend данной карты нынешней. И затем уже итерацией идем через все объекты в данном слое. То есть мы получаем переменную features с помощью метода getFeatures данного слоя. И для каждого объекта сначала создаем переменную равную геометрии данного объекта. И затем смотрим, попадает ли в extend данная геометрия, которая представлена в виде QGISPoint. Ну и, соответственно, если она попадает, то с помощью метода select мы выбираем в слое inLir данный объект по его ID. То есть, соответственно, метод ID позволяет получить ID данного объекта. Таким образом, у нас происходит выборка в слое, и затем нам необходимо выбранные объекты вписать в созданный файл. Для этого мы используем функцию QGIS Vector File Writer, которая на вход получает несколько параметров, а именно куда мы его хотим сохранить, и также свойства будущего слоя. Ну а свойства будущего слоя мы получаем из data провайдера нашего слоя, который мы получили на вход. То есть это uncoding, поля, тип слоя и его проекция, то есть координатная система. И затем, то есть вот мы все это вписали в переменную writer, это такой шаблон слоя, то есть он сейчас пустой, и его надо заполнить объектами. То есть он получил только входные свойства, а объектов в нем
на данном этапе нет. Ну и его надо заполнить объектами, и мы пишем цикл для каждого объекта из выбранных объектов, то есть метод selectedFeatures нашего слоя. Для каждого объекта из выбранных объектов мы добавляем объект в нами созданный слой. Вот, собственно, здесь это и написано. Итак, давайте выведем outLear, чтобы понятно было, что такое outLear. Сохраняем, запускаем. И как мы видим, outLear — это путь к файлу, который все сохранится. Вот, собственно, временные слои записываются вот сюда. То есть ничего сложного в написании своих собственных скриптов совершенно нету. Опять-таки есть справка, ссылка на нее будет под видеозаписью. Ну и здесь можно прочесть о входных параметрах, о выходных параметрах, а также о некоторых других вещах, связанных с написанием скриптов и добавлением их в QGIS. На этом все. Соответственно, в этом видео мы прошли написание собственных пользовательских выражений, их редактирование в QGIS. Также мы прошли написание своих собственных скриптов, поняли, где размещаются файлы. Соответственно, скрипты размещаются в Processing Scripts, а выражения размещаются в Python Expressions. Ну а в следующем видео, как вы можете заметить, мы рассмотрим написание собственных плагинов для QGIS. То есть написание вот таких вот кнопок и всплывающих меню, которые пишет и разрабатывает пользователь.